Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить потрясающие лимонные пирожные для всех любителей несладких десертов и цитрусовой выпечки. Рецепт будет супер легкий, поэтому пойдемте скорее на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала давайте приготовим песочное тесто основу. Для этого мы возьмем 180 грамм пшеничной муки, 40 грамм сахарной пудры и затем хорошо перемешайте. Далее добавьте цедру одного лимона. Далее натрите на крупной терке 100 грамм холодного сливочного масла. Затем максимально быстро, чтобы масло не перенагревалось, перемешайте его с мукой вот таким образом. Вы должны перетереть масло с мукой в рассыпчатую крошку. Вот такая однородная рассыпчатая структура у меня получилась. Далее подготовьте плоскую форму для запекания. Моя форма размером 30 на 20 сантиметров. Застилаю ее пекарной бумагой. Постарайтесь сделать так, чтобы бумага легла на дно формы. Затем высыпаем тесто. Распределите равномерно тесто по всей поверхности формы. Немного придавите его ладонями. Постепенно рассыпчатая структура теста соберется в единый кусочек. Затем возьмите стакан с плоским дном, либо можно использовать боковинку стакана и вот таким образом уплотните тесто. В это время ваша духовка должна уже быть разогрета до 160-170 градусов. Тесто готово. Теперь мы его выпекаем в предварительно разогретой духовке на 160-170 градусов 30 минут до золотистого цвета. А за это время давайте приготовим вторую часть этого лимонного пирожного. Для этого нам потребуется цедра 3 лимонов. Сами лимоны нам также понадобятся. Если вы помните, у нас их всего 4, а не 3, потому что первый цедру мы добавляли в тесто. Вот таким надавливающим движением прокатайте по столу лимон. Таким образом гораздо легче будет извлекать из него сок. Нам потребуется 150-160 грамм лимонного сока. В среднем это 3-4 лимона. Как вы заметили, у меня ушло 3. Далее в чашу с цедрой добавляем 180 грамм сахара. Также нам потребуется 5 яиц. Далее взбиваем это миксером до увеличения в объеме и до изменения цвета на более светлый. Слишком долго взбивать не нужно, потому что у нас не бисквитное тесто. Нам нужно добиться вот такой легкой кремовой текстуры. Затем добавляем 50 грамм пшеничной муки и все перемешиваем.
Когда мука хорошо перемешалась, нужно будет добавить наш лимонный сок и также взбить блендером. Это очень быстрый и легкий процесс. Вторая часть теста для лимонного пирожного уже готова. За это время наш песочный корж готов. Вот так он выглядит. Я его только достала из духовки. Теперь вливаем жидкую часть теста непосредственно на него. В это время температуру в духовке увеличьте на 180 градусов. И выпекаем наше пирожное в течение 20 минут при температуре 180 градусов. 20 минут прошло, посмотрите, вот так выглядит заготовка для пирожных. Дайте пирожному немного отдохнуть, буквально 5-7 минут, немного остыть, чтобы край вот так свободно отделялся от бумаги. Затем переложите пирожное вот таким образом на решетку до полного остывания. Это делается для того, чтобы песочная основа оставалась хрустящей. После того, как пирожное полностью охладилось, его нужно будет порционно нарезать. Как вы видите, оно очень легко снимается с пекарной бумаги. Для того, чтобы срезы пирожных или печенья, как хотите, так и называйте, выглядели более красивыми и эстетичными, неровный край можно срезать. Посмотрите, какой он уже красивый. А можно и оставить, если вас это не очень заботит, как сделала, в принципе, это и я с боковым краем. Затем нарезайте пирожное любым удобным для вас способом. Я сделала вот так просто, квадратиками. Посмотрите, как выглядит кусочек на срезе. Структура у пирожных очень интересная. У них хрустящая песочная тонкая основа и начинка очень ароматная, с лимонным вкусом. Они абсолютно не сладкие. Очень интересные получаются для всех любителей цитрусовых и несладких десертов. Сверху посыпаем сахарной пудрой и вуаля, наш десерт готов. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!